Что происходит? Что со мной делают? Где я? Ну, здравствуй, хлопчик. Отпусти меня! Отпусти! А! Эй! Хорош орать! У нас тут серьезный разговор! Кто бы говорил, ё-моё. Ах так! Кстати, где вы были? Я вас двоих по всей округе искал, так и не нашел. Мы ходили на болото проверить кое-что. Ну-ка, попробуй потянуть. Так и знала, запечатано. Ладно, пойдем, а то еще на испытание не успеем, и краткое взбесится и испепелит нас. Но это наше с Сокой дело, и тебе не следует влезать. Так, ребят, это, возможно, наш единственный шанс провести это собрание. Краткий сейчас находится в каком-то своем отключенном режиме. Он точно нас не слышит. И чего такого секретного мы тут собираемся говорить? Ребят, вот скажите, устали ли вы от жестокости Краткого? Конечно, устала. И краткое настоящее бестие. Он перекроил голову Соки, заставив ее озвереть. Ну, соглашусь, меня жутко пугают некоторые его выходки. Этот розовый твареныш постоянно вставляет нам палки в колеса! Он будто специально делает испытания нечестными! Мне эта пучеглазая рожа с самого начала не понравилась. Я не удивлюсь, если это он заразил лампочку. Как я вижу, Краткий не устраивает никого из нас. Как насчет того, чтобы поставить ему ультиматум? Краткому-то ультиматум? Знаешь, Стёрк, я не терплю тех, кто вредит мне и моим друзьям. Но с Кратким это немного другой случай. Может быть, он и всесилен, но ничего не сможет сделать, если мы просто откажемся выполнять испытания. Пускай хоть миллион раз нас прибьет, мы с места не сдвинемся. Тогда ему придется пойти на уступки. Эх, было бы намного лучше, если бы испытание вел Ёшка. О, а почему бы и нет? Скажем Краткому, что пока не сделает Ёшку ведущим, мы отказываемся выполнять его испытания. Хе-хе-хе, довольно остроумно. Я обеими ногами за этот план. И ты тоже. Ты ведь не любишь, когда тобой командует какой-то деспот? Конечно, брелочек. Я на что угодно пойду, лишь бы избавиться от его алой морды. Буду бороться за себя и за Соку. Пшика, ты с нами? Ну, я тут типа относительно новенькая. Еще не покореженная жизнью, так сказать. Но я просто обожаю свергать власть! Замазыч? Ну, ради общего блага я готов попытаться. Осталось только договориться с чашечкой. Ну и о чем же вы хотите договориться с чашечкой? Представляете, мы с Ёшкой только что закончили анонсировать ребуты. Смотрим, а вас нет. Я для кого задание давал? Раз не хотите по-хорошему, будете пребывать на места оглашения магическими методами. Итак, здравствуйте еще раз, дорогие в кавычках объекты. Как вы помните, мой несравненный ассистент Ёшка заменял меня на одно испытание. Что же, испытание завершено, исключение проведено, а значит, ему пора уходить. Да, дорогие, с вами было очень приятно провести время, но сейчас мне пора возвращаться домой в алфавит. Уважаемый ассистент Ёшка, не забудь проверить наличие всех своих личных вещей, а то было бы очень неприятно забыть здесь что-нибудь. Ой,
И правда, мне нужно проверить, все ли мои вещи при мне, перед тем, как покидать арматуру. Да, ты прав, уважаемый ассистент Ёшка. Проверь внимательно. Если он уйдет, мы потеряем шанс. Мы не можем сейчас начать. Мы не предупредили чашечку. О, моя кириллица! Стало быть, я потерял свою волшебную палочку. Неужели, дорогой друг? Без палочки ты не можешь возвращаться в алфавит. О, нет! Видимо, так тому и быть, дорогие объекты. Пока я не найду палочку, я не смогу вернуться домой. У меня появилась идея, как мы можем помочь нашему дорогому Ёшке. Сегодняшнее испытание заключается в том... О, да вот же она! Под ногами у вас валялась. Ну надо же! Она теперь прямо на дне толще Дузного океана. Ваше сегодняшнее испытание заключается в том, чтобы найти и вернуть Ёшке его волшебную палочку. Чья команда возвратит ее, та и победит. Раз, два, три, начали! Чашечка, послушай, мы... Что-то мне подсказывает, что я должна утешить подругу. И что нам делать? Мы не можем осуществить план, пока не проинформирована Чашечка. Брелок, а ты можешь поговорить с ней? А то нас она сейчас не особо хочет слушать. Вы меня, конечно, извините, но боюсь, это придется отложить до конца испытания. Но, Брелок, это же наш шанс! Не забывайте, что я все еще ваш противник. И я все еще намерена победить. Смаевцы, за мной! Уф, боже, эта система соревнующихся команд сделала из нас настоящих врагов. Ну что, ныряем по считалочке? Не время шутить, деревянный! Ты понимаешь, что мы не можем просто взять и нырнуть? На такую глубину не проникает солнечный свет. Нам не обойтись без подручного оборудования. Так, одолжишь ненадолго свой мольберт и карандаш? Вот, смотрите и запоминайте. Для успешной подводной экспедиции по нахождению палочки нам нужен крепкий трос, водоупорная емкость, источник света и обязательно какое-нибудь средство связи. Может, хватит городить бред? Закрыл свой рот! Так, смотрите. Несколько из нас остаются на берегу и медленно опускают трос, привязанный к нему емкостью, в которой буду сидеть я и остальные. В нашем арсенале будет источник света. Как только мы опустимся, то начнем освещать водное дно, до тех пор, пока не найдем палочку. После этого один из нас покидает емкость, забирает ее и возвращается обратно. Затем мы сообщаем об этом по средству связи, и оставшиеся на берегу начинают тянуть трос обратно. Вот и все. Громоздкий же вышел план. Мне теперь не на чем рисовать. На данный момент нам необходимо найти все нужные комплектующие. У Соки остался стальной канат, который ей вручил Ёшка. Прекрасно. Значит, Сока и будет его тянуть. Кстати, Брелочек, твой чепчик же супер растяжимый. Можно попробовать его в качестве емкости. Сойдет. Ну и где вы собираетесь искать остальные прибамбасы? Давай попробуем попросить их у Ёшки. Я не думаю, что он откажет. Источник света и средства связи, говорите? Ну, конечно же, я вам помогу. Краткий мне не запрещал. Вуаля! Предоставляю вам фонарик и йодио. Чтобы включить фонарик, вам необходимо просто нажать на эту кнопочку. Ну, это-то и понятно. А этим-то как пользоваться? Ох, дайте-ка я лучше за вас все настрою.
Так, это рация 202 потока. Так, значит, нужно набрать 202. Готово! Теперь рация подключена к Йодио. Вы, главное, не нажимайте никаких других цифр, а то, мало ли, свяжетесь с потусторонним миром каким-нибудь. Кому это надо? Спасибо тебе за помощь, Ёшечка. Не за что, забирайте. Удачи вам в испытании. Алло, алло. Алло, алло. Меня слышно? Сигнал есть, слышу хорошо. Отлично. Фу. Как же организованно мы действуем. Мы уже опускаемся за палочкой, а бандовцы даже начать не успели. Я уже представляю их кислые рожи, осознавшие, что они проиграли 2 раза подряд. Помнится мне, когда ты в прошлый раз так говорила. Испытание совсем по-другому кончилось. А ну заткнись. А мы, соревноваться не будем, типа? Ой, да боже, какое еще соревнование? Нам нужно как-то поговорить с чашечкой. Слушайте, ну я-то уж точно вам тут не помогальник. О, знаете что? Вы тут пока разбирайтесь с чахой, а я пошла разбираться с палочкой. Бывайте! Учитесь, пока я жива! Ё-моё, я что-то на дно не иду. А как? А в таз-то вы меня на кой поставили? Да чтобы не барахталось и веса хватило. Вам, преступникам, только на дне и место. Точняк! Нужно подбавить веса! О, мы на дне. Бутылыч, включай свет. Так. Угу. Нет. Стой. Посмотри подальше. Давай теперь правее. Руками поменьше тряси. Так, чуть выше направь. Ага. Стой! Вот она! Мы нашли ее! Мне держать? Держи! Так, Кнайф, давай-ка поплыл. Эх, так уж и быть. Все равно мне с водой не впервой сталкиваться. Что за чертовщина? А это как здесь очутилось? Это немыслимо! Она же сейчас его убьет! А этот будто не сопротивляется! Бутылыч, ты за главного! Свети на нее, но не на меня!
Чего? Ой, понял, сейчас. Алло. Сока пора вытягивать. Чашечка, умоляю! Только в этот раз прошу, выслушай нас! Вы с первого раза не поняли! Я не хочу вас видеть! Нонсенсы, прогони их! Слушаюсь. Ну почему все ополчились против нас? Я же предложила это для всеобщего блага, для блага чашечки, для блага брелка. Почему она не может просто выслушать и выступить со всеми нами против Краткого? Пойдем, Замазыч. Может, я должна передать это чашечке? На горизонте появляется Цмай, гордо неся победное знамя. Пошли к ёшке, команда! Видимо, у Пшики не получилось. Сволочи! Двое на одного нечестно! О, цветущий май, вы нашли мою палочку! Какие вы молодцы! И это была вторая сокрушительная победа команды Цмай! Ох, да ладно вам! Можете оставить ее себе в качестве приза за победу. Неужели? Ёшка доверил нам источник своей безграничной магии? Вы чего? Это же просто пластмассовая безделушка. Мы с Кратким держим такие в руке для красоты. Не волнуйтесь, у меня их еще много. Поздравляю вас, банда! Благодаря разладу в команде вы одержали поражение. Так держать! А теперь соизвольте вернуться на кисломшистую поляну. Итак, Итак, вот и подошло к концу 6-е испытание. Палочка моего дорогого друга Ёшки была возвращена, а значит, он наконец может вернуться домой. Да, ребята, мне было очень приятно провести с вами это время. Я безгранично уважаю каждого из вас. Надеюсь, мы еще увидимся. Всем удачи, хорошего настроения, счастья и Она с нами! А? Что такое? Ёшечка, пожалуйста, будь ведущим вместо Краткого! Ты чего, Чашечка? Я же просто ассистент, ваш ведущий Краткий. Мы против того, чтобы шоу вел Краткий! Да! Объявляем ультиматум! Мы отказываемся выполнять испытания, пока нашим ведущим не станешь ты, Ёшка! И мы будем крепко стоять на своем, уж поверьте! Вот именно! Что мне делать, Краткий? Иди домой, Ёшка. Но я... Все нормально. Можешь уходить. Мои достопочтенные испытуемые, вы хоть понимаете, что вас ждет, если вы не будете повиноваться? Смотри-ка, нашел кого пытками запугивать. Если ты думаешь, что физической расправой можно кого-то из нас переубедить, то ты ошибаешься. Мы будем бороться за наше благосостояние, чего бы нам это ни стоило. А!
Можно посмотреть на ваши разборки? Долой с глаз моих создания склизкой мерзости! Про отца было лишнее. Ёшки-матрёшки, это какой-то сюр. Спрашиваю в последний раз. Вы реально отказываетесь быть хорошенькими и послушными мальчиками и девочками? Ёшка, возвращайся. Тут небольшое изменение в планах. Да, Краткий, что такое? Ох, нет. Это так вышло, что тебе придется заменить меня на постоянной основе. Что? Ну, Краткий, я же не справлюсь один. Не переживай, я отправлю тебе расписание чуть позже. Хорошо, Краткий. Я обещаю, что не подведу тебя. Я не сомневаюсь, Ёшенька. Не сомневаюсь. Так, по итогу испытания проиграла команда Банда. Опять. И вы должны... Вы должны решить, какой из участников этой команды будет исключен. А решать вы это будете с помощью голосования в Google документах по ссылке в описании. Участник, набравший наибольшее число голосов, покинет НМТ. Всем удачи, хорошего настроения, не болеть, счастья и пока! Вот именно этого я и боялся. Да что эти чучела себе возомнили? Чтобы своевольничать, нужно уметь доказать свое право на эту волю. Демократию им подавай, мы ставим ультиматум, мы выбираем Ёшку. Ага. Будет им демократия. Я им покажу, что такое настоящая демократия. Краткий. Выглядишь как пережеванная малина. Чепик? Да, не обращай внимания. Я на стажировке. Как скажешь. В общем, пункт назначения — алфавит. Хорошо, садись. А вообще, почему ты вызвал бы автобус? Ты вроде пешком любишь ходить. У меня нет настроения. Ну, хорошо. Тогда скоро прибудем.